Эйяр и думали, что селфи камбэка — это все. Но то, что произошло через несколько секунд между Тэхёном и Чингуком, никогда не предназначалось для публики. И как только фанаты это заметили, весь фандом разрыдался. В тот момент, когда появилась селфи камбэка, Эйяр и праздновали, как долгожданную победу. Тихая улыбка Тэхёна, Чингук, стоящий достаточно близко, мягкое, повседневное, почти случайное освещение. Для большинства людей это была просто очередная групповая фотография. Но тем, кто внимательно наблюдал, это показалось другим, потому что сразу после публикации селфи что-то изменилось. Камеры должны были быть выключены. Персонал уже расходился. Момент должен был на этом закончиться. Но этого не произошло. Когда участники начали расходиться, Тэхён задержался. Сначала он ничего не сказал. Он редко говорил, когда эмоции были тяжелыми. Чингук заметил это мгновенно. Он всегда замечал. Чингук остановился. Не драматично, не очевидно, а ровно настолько, чтобы обернуться. Тогда Тэхён поднял глаза, удивленный, как будто не ожидал, что Чингук будет ждать. На короткую секунду никто из них не произнес ни слова. Ни микрофонов, ни сценария, ни игры, просто тишина. Чингук потянулся первым, не до конца, не настолько, чтобы персонал успел отреагировать, но достаточно, чтобы его пальцы коснулись рукава Тэхёна, и Тэхён замер. Позже фанаты кадр за кадром пересматривали утекший клип, замечая, как плечи Тэхёна опустились именно в этот момент, как будто он слишком долго задерживал дыхание. Чингук наклонился и что-то прошептал, и никто этого не услышал. Но глаза Тэхёна изменились. Они смягчились, стали стеклянными по краям, губы сжались, как будто он пытался не показать слишком много. Он кивнул один раз, всего один раз. Затем он улыбнулся. Не идольской улыбкой, не улыбкой для камеры, а такой, какую дарят, когда кто-то наконец произносит слова, которые ты должен был услышать. Через несколько секунд персонал позвал их. Реальность вернулась. Они разошлись, как будто ничего не произошло. Но это произошло, и Эйяр и почувствовали это. В течение нескольких часов распространились теории. Всплыли клипы. Старые моменты пересматривались с новым смыслом. Фанаты заметили, как Чингук оставался ближе в течение всего оставшегося графика, как Тэхён продолжал бросать на него взгляды, как будто проверяя. Селфи было только началом. Скрытый момент после него — вот что было настоящим возвращением, и Эйяр и не были готовы к тому, что это означало. То, что Чингук прошептал Тэхёну, не было записано ни на один микрофон, но его влияние скрыть было невозможно. Позже той ночью, во время закулисной записи, которая никогда не предназначалась для выпуска, камера одного из сотрудников задержалась немного дольше, чем нужно. Видео было размытым, дрожащим, но эмоционально мучительно ясным. Сначала Тэхён сидел один, листая телефон, его выражение лица было отстраненным. Шум комнаты вокруг него стих. Он выглядел усталым так, как не мог скрыть никакой макияж. Затем появился Чингук. Он не объявлял о своем приходе. Он никогда этого не делал. Он сел рядом с Тэхёном, достаточно близко, чтобы их колени соприкоснулись. Тэхён заметил, но не отодвинулся. Вместо этого он выдохнул, долго и медленно, как будто ждал. Чингук тихо заговорил. «Хён, тебе больше не нужно нести это в одиночку». Тэхён не ответил сразу. Его пальцы сжались вокруг телефона. Его челюсть напряглась. На секунду показалось, что он может отшутиться, как делал это раньше, но на этот раз он этого не сделал. «Ты обещал это раньше», — тихо сказал Тэхён. Не обвиняя, просто честно. Чингук сглотнул. «Я знаю. И тогда я нарушил это». После паузы,
которое показалось тяжелее любого сценического молчания, он добавил: «Но я здесь сейчас. Я больше не уйду». Именно тогда Тэхён посмотрел на него. По-настоящему посмотрел. Фанаты, которые позже анализировали клип, заметили, как глаза Тэхёна мерцали под тусклым светом. Как он быстрее моргал. Как его плечи слегка дрожали, прежде чем он заставил себя замереть. «Ты не знаешь, как долго я ждал, чтобы это услышать», — прошептал Тэхён. Чингук сделал тогда то, что шокировало всех, кто видел утекшие кадры. Он склонил голову. Неполный поклон, не для камер, а ровно настолько, чтобы сказать «прости» без слов. Тэхён протянул руку и остановил его. «Не надо», — сказал он. «Просто остаться». И Чингук кивнул. С этого момента все изменилось. Во время репетиции Чингук держался ближе. Во время интервью Тэхён отвечал с большей уверенностью. Во время живых выступлений их взгляды длились на долю секунды дольше, чем нужно. ЭЯРМУАЙ заметили. Они всегда замечают. Потому что, когда два человека, которые когда-то были разделены, наконец находят путь обратно друг к другу, эту энергию невозможно подделать. И все же, чего ЭЯРМУАЙ не знали, так это того, что это обещание будет проверено раньше, чем кто-либо ожидал, потому что всего через 48 часов за закрытыми дверями было принято решение, которое снова поставило Тэхёна и Чингука по разные стороны. Совещание было назначено без предупреждения. Ни камер, ни стилистов, ни улыбок, только тихая комната, длинный стол и слова, которые изменят атмосферу за ночь. Тэхён изначально не должен был там присутствовать. Чингук узнал об этом случайно. Он услышал, как менеджер шепчет его имя в коридоре, тон был резким и срочным. Что-то было не так. Когда Чингук вошел в комнату, Тэхён уже сидел один. Его поза была спокойной, почти отстраненной. Но Чингук сразу понял, это не спокойствие, это сдержанность. Та, которую носят, когда уже знаешь исход, но все еще надеешься ошибиться. Объяснение пришло быстро. Слишком быстро. Из-за конфликтов в расписании и стратегии имиджа, сказал один из руководителей, аккуратно сложив пальцы, лучше, если определенное взаимодействие будет сведено к минимуму на данный момент. Сведено к минимуму. Слово повисло в воздухе, как предупреждение. Тэхён не отреагировал. Его лицо оставалось нечитаемым. Годы опыта научили его исчезать, когда это необходимо. Но Чингук наклонился вперед. «Что это значит?» — спросил он. Пауза. Это означает отсутствие совместного закулисного контента. Никаких спонтанных появлений. Никакой ненужной близости. Чингук рассмеялся один раз, резко и без юмора. «Значит, мы снова притворяемся». Тишина. Этого ответа было достаточно. Тэхён, наконец, заговорил. «Все в порядке», — тихо сказал он. «Я понимаю». Чингук повернулся к нему, широко раскрыв глаза. «Нет, ты не понимаешь», — сказал Чингук. «Ты просто привык это принимать». Тэхён не посмотрел на него, потому что, если бы он это сделал, он мог бы сломаться. Встреча закончилась вежливыми улыбками и пустыми заверениями. Как только дверь закрылась, в комнате стало холоднее. Они шли по коридору рядом, но не касаясь друг друга, уже следуя инструкциям, которые еще даже не были приведены в исполнение. На полпути Чингук остановился. Тэхён продолжал идти. Чингук схватил его за запястье. «Не сильно, не драматично. Просто достаточно. Посмотри на меня», — сказал Чингук. Тэхён медленно повернулся. Голос Чингука понизился. «Мне плевать, что они говорят», — прошептал он. «Я имел в виду то, что обещал». Тэхён слабо улыбнулся.
«Я знаю», — ответил он. «Вот почему это больно». Они отпустили друг друга, прежде чем кто-либо успел увидеть. В ту ночь Тэхён ничего не опубликовал. Ни селфи, ни обновлений, ни слов. Чингук поступил наоборот. Он вышел в прямой эфир. ARMY сразу заметили, его тон был другим, его глаза беспокойными, улыбка натянутой. В один момент кто-то прокомментировал: «Ты в порядке?» Чингук сделал паузу. Затем он мягко сказал: «Некоторые вещи даются тяжелее, когда о них молчишь». ARMY замерли, потому что знали, что что-то произошло. И какое бы решение не было принято за закрытыми дверями, это еще не конец. Не тогда, когда замешан Чингук. Никто не ожидал, что это всплывет. Не после стольких лет. Не после бесчисленных воспоминаний, похороненных за улыбками, смехом и идеально поставленными выступлениями. Но поздней ночью в Сеуле среди небольшой группы ARMY в сети начал циркулировать частный клип. Он не был частью официального контента. Без водяного знака, без субтитров, без монтажа, просто сырой, нефильтрованный момент. Видео показало Чингука одного в тускло освещенной студии. Его волосы были слегка растрепаны, выражение лица тихим и задумчивым. Перед ним был микрофон, но он не пел. Он говорил, его голос был мягким, почти дрожащим. «Я не знаю, стоит ли мне это говорить, но мне нужно». Была пауза. Звук глубокого вдоха. Тэхён значит для меня больше, чем кто-либо когда-либо поймет. Фанаты, смотревшие утекший клип, замерли. Это было реально. Это было смонтировано. Тон был слишком искренним, слишком откровенным, чтобы быть сфабрикованным. И впервые миллионы ARMY почувствовали, что они попали в момент, который не предназначался для публики. Это было не фан-обслуживание. Это не было по сценарию. Это было личное. Как только клип распространился, ARMY впали в эмоциональное безумие. Хэштеги, такие как решетка Юнкак Цанфесион и решетка Тайкак Трудх, начали набирать популярность по всему миру. Некоторые фанаты плакали. Другие спорили о том, стоило ли вообще это публиковать. Но никто не мог отрицать эмоции в голосе Чингука. Он говорил о времени, когда не был уверен в себе, когда слава казалась клеткой, а не мечтой. Он упомянул ночи, когда не мог спать, когда тяжесть ожиданий мешала дышать. «Был один человек, который всегда замечал», — сказал он. «Даже когда я пытался это скрыть, он видел все насквозь». Он говорил о Тэхёне. Он никогда много не говорил, но иногда он просто сидел рядом со мной и напевал песню. Так я узнавал, что не одинок. Эти слова разбили сердце по всему миру. Потому что годами фанаты видели их химию на сцене. Смех, шутки для своих, тихие взгляды. Но услышать, как Чингук признается в этом так открыто, так эмоционально, изменило все. Инсайдеры позже утверждали, что клип был взят из неизданной документальной записи 2020 года, периода, когда BTS готовили свой эмоциональный альбом BE во время пандемии. Все боролись, были изолированы и пытались найти утешение через музыку. В ту ночь Чингук остался в студии надолго после того, как все ушли. Съемочная группа, думая, что он работает над вокалом, оставила маленькую камеру включенной. То, что они запечатлели, было чем-то глубоко человеческим. «Иногда мне кажется, что мир видит во мне только артиста», – прошептал Чингук в микрофон. «Но Тэхён напоминает мне, что я все еще просто я». Он мягко улыбнулся после этих слов, редкой, хрупкой улыбкой. Я никогда не говорил ему об этом прямо. Может быть, когда-нибудь скажу. Он и не подозревал, что эти слова однажды дойдут до миллионов и заставят плакать весь фандом. Когда Тэхёна спросили об утекшем клипе в более позднем интервью, он не стал отрицать.
Вместо этого он опустил взгляд, слабо улыбнулся и сказал: «Думаю, есть вещи, которые люди говорят только тогда, когда они действительно имеют это в виду». Он не стал вдаваться в подробности. Но фанаты заметили его глаза, стеклянные, полные эмоций, которые он пытался скрыть. Через несколько дней Тэхён опубликовал историю в Инстаграм, черно-белое фото микрофона с подписью: «Некоторые слова никогда не нужно было говорить, но я рад, что они были сказаны». Интернет взорвался. Фанаты рыдали. Эдиты наводнили ТикТок и Твиттер. Эмоциональный мост между Чингуком и Тэхёном, то, о чем всегда предполагали, всегда чувствовали, теперь обрел неоспоримую значимость. Речь шла не только о дружбе. Речь шла о связи. О связи, выкованной в тишине, доверии и годах невысказанного понимания. Близкий сотрудник однажды поделился: в трудные времена Чингук и Тэхён часто исчезали на несколько часов. Не потому, что избегали работы, а потому, что они заземляли друг друга. Иногда они просто ездили по Сеулу без цели. В другое время они сидели у реки Хан, не говоря ни слова. Эти тихие моменты, невидимые для камер, становились их убежищем. Однажды вечером Чингук сказал продюсеру после долгой записи: «Тэхёну не нужно ничего говорить, чтобы я почувствовал себя лучше. Он просто существует, и этого достаточно». Эти слова глубоко отозвались. Теперь, когда мир наконец услышал его признание, все поняли, что он имел в виду. В социальных сетях фанаты делились сердечными сообщениями. «Я плачу». Это не фан-сервис. Это настоящие эмоции. Их связь — нечто чистое. Для меня честь быть свидетелем этого. Если бы только Чингук знал, скольким из нас нужно было это услышать. Некоторые ARMY даже создали произведения искусства, стихи и песни, вдохновленные этим признанием. Это стало больше, чем вирусный клип. Это стало символом подлинной связи в индустрии, которая часто ее скрывает. Что сделало этот момент таким мощным, так это его приватность. Чингук произнес эти слова не для камер или фанатов. Он произнес их для себя, возможно, как способ обработать чувства, которые не мог произнести вслух. Тот факт, что это никогда не предназначалось для всеобщего обозрения, сделал это священным, откровенным, реальным. Даже Тэхён однажды сказал во время прямой трансляции спустя месяцы: «Иногда самые честные моменты происходят, когда никто не смотрит».